Привет, друзья! Если вам интересно, как прорастить злаки, что вообще можно проращивать и что потом с этим всем богатством делать, то это видео для вас. Если вы уже ищете информацию о том, как проращивать разнообразные семена, зерна, злаки, то я думаю, что нет смысла рассказывать о том, насколько это полезный продукт. Способов прорастить зерна огромное количество. Есть даже специальные проращиватели в виде баночек, лоточков, также специальные проращиватели, которые держат температуру, держат уровень влажности. Но я в этом вопросе адепт максимальной простоты, поэтому буду делиться с вами тем способом, которым пользуюсь сама. Что же можно прорастить? Мой ответ – все. Любое цельное зерно. Пшеница, полба, овес, ячмень, рожь, зеленая гречка, все виды нешлифованного риса, бурый, красный, черный, всевозможные бобовые, начиная с цельного гороха, чечевица, соя, нут, арахис, особенно люблю арахис, семечки подсолнечника, тыквенные, кунжут. Можно прорастить какие-то овощные культуры типа редиски или огурцов, можно прорастить салаты и, конечно же, можно прорастить пряные травы, руккола, базилик, горчица. Все это очень вкусно, очень ароматно. В общем, вариантов огромное множество. На самом деле начинаешь совершенно по-новому смотреть на все крупы, все семена какие-то, которые используешь в быту, когда начинаешь проращивать, пробуешь проращивать практически все и пробуешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, выбираешь то, что приживается, и то, что понимаешь, что нет, вообще не мое. Но вот главное условие – зерно должно быть цельным, то есть если это пшеница, то это не шлифованная пшеница, иначе в ней повреждаются те зародыши, которые потом дают росток. Если это рис, то белый рис, конечно же, не прорастится. Если гречка зеленая, то прорастет. Если гречка уже жареная, то, конечно же, она не прорастет. Что же потом делать с этим всем пророщенным великолепием? В своей голове я делю все, скажем так, проростки на 4 стадии, и поэтому использую их согласно вот своей такой градации. Это пророщенное зерно. Считается, что самое полезное пророщенное зерно тогда, когда росточки совсем маленькие, когда оно только проклюнулось, эта длина их составляет примерно 1-2 мм. Эти росточки хорошо добавлять в салаты, хорошо добавлять в супы уже в тарелку, хорошо добавлять в смузи, размалывать. Можно пророщенное зерно высушить в дегидраторе или при низкой температуре в духовке, потом смолоть, и у вас получится мука из пророщенного зерна. Она, скажем так, более полезна, более богата, чем обычная мука. Вы можете добавлять ее в любые изделия. Можете немного добавлять в хлеб, можете немного добавлять в хлебцы типа крекеров здоровые. Можете добавлять в сырники, в общем, в любые блюда, где бы вы использовали обычную муку. Следующая стадия – это проростки. Когда проростки достигают определенной длины, в зависимости от культуры они могут быть разные. Таких проростков очень много в азиатской кухне, так что если вы любите эту кухню, обратите внимание на этот ингредиент. Они добавляются как в холодные, так и в горячие блюда, придают дополнительный вкус, придают дополнительную текстуру, потому что они остаются хрустящими, придают ощущение свежести. Кроме того, можно просто заправить эти проростки растительным маслом, добавить немного лимонного сока, чеснок, какую-нибудь зелень, и у вас получится такой, как закуска-салат. Микрогрин, ну или же побеги. Это стадия, когда из зерна начинают уже появляться зеленые всходы. Обычно эти всходы имеют очень насыщенный, очень пикантный вкус, классно дополняют салаты, классно дополняют какие-то другие блюда. Во-первых, они очень красиво смотрятся, во-вторых, в зависимости от культуры, они имеют очень особый вкус. Например, побеги редиса будут по вкусу как молодой редис, побеги горошка как молодой горошек. Очень интересный ингредиент, который позволяет бесконечно играть со вкусом. И четвертая стадия – стадия травы. Чаще всего выращивают пшеницу, потом из этой пшеницы делают, я не знаю, как правильно это называть, эту траву смалывают в блендере, в такой своеобразный смузи, сок, и считается, что этот напиток очень-очень полезен. Я лично выращиваю до стадии травы культуры, потому что у меня есть дома кошка, которая отлично их ест. Процесс проращивания одинаковый абсолютно для всего, но разница заключается в длительности самого процесса. Например, маш и пшеница у меня проклевываются где-то через 6-8 часов после того, как я их замочила.
Зеленая гречка прорастала, проклевывалась где-то сутки, арахис где-то сутки или от суток до 1,5 суток. А вот рис сидел дольше всего, практически 2 суток. Он просто лежал, я думала, что он уже испортится, но я продолжала его пару раз в день промывать, и в конце он все равно пророс. Ну, если вы захотите прорастить пряности на побеге, то замачивать эти семена предварительно не нужно, потому что они очень-очень мелкие, и это очень неудобно. Если вы сложите все семена в контейнер и просто будете следить за тем, чтобы там постоянно была влага, то все прорастет довольно быстро. Так как я чаще всего проращиваю именно маш, то буду показывать вам, как я это делаю, именно на его примере. Сперва покажу вам пшеницу. Вот тут у меня шлифованная, которую прорастить не получится. Я использую ее для приготовления каши. А вот такая пшеница, у меня ее разновидность полба, прорастает замечательно. Приступим к проращиванию. Первым делом необходимо подготовить зерно. Я отсыпаю 2-3 горсти маша в глубокую тарелку. Заливаю его водой и промываю. Необходимо менять воду, пока вы не увидите, что крупа чистая. Во время промывания следует удалить все зернышки, которые всплывут кверху. Также следует удалить все поврежденные зернышки, осколки, половинки. После промывания залейте зерно щедрой порцией чистой холодной воды и оставьте его набухать на несколько часов. В зависимости от вида крупы, да и от раза к разу, одно и то же зерно впитывает воду по-разному, так что ориентируйтесь на его состояние. Зерно увеличится в размере, станет мягче. Посмотрите, какая разница между сухим и замоченным машем. Слейте воду с крупы и промойте ее под холодной проточной водой, после чего сложите в небольшой пищевой контейнер и прикройте крышкой. Оставьте на ночь. На утро маш и пшеница обычно проклевываются. Вот так будет выглядеть маш на следующих стадиях. Покажу вам еще несколько культур в динамике. Тут у меня пшеница, арахис, дикий рис. Если вы планируете продолжать проращивать зерно, следует промывать его 1-2 раза в день. Держите при комнатной температуре, прикрыв крышкой, чтобы сохранялась влажность. Когда наступит стадия появления зеленых побегов, контейнер можно держать открытым, время от времени промывая и увлажняя содержимое контейнера.
помните, что если вы проращиваете культуру, которая проклевывается не очень быстро, то лучше всего утром и вечером промывать зернышки для того, чтобы там не начала развиваться плесень, либо не начался процесс брожения. Ну и когда зернышки проросли, вам нужно остановить процесс их роста. Вы просто промоете проростки, сложите их в контейнер в пищевой и отправьте в холодильник. Там они могут храниться в течение недели. Периодически я лично их предпочитаю тоже промывать на всякий случай, но в целом они обычно не портятся за это время, а вы себе потихонечку их употребляете, добавляете в те блюда, которые вам нравятся. Что ж, я надеюсь, что видео вам понравилось, поэтому ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на мой канал.